Здравствуйте, с вами Мария и канал Греческой кухни. Сегодня я для вас приготовлю одно очень вкусное блюдо. Называется гаридо макаронада. Наверное, вы выговорить не сможете. Ну, скорее всего. Объясняется это так, вернее, переводится это так. Гарида – это креветка, а макаронада – это блюдо из макарон. Макарония – это макароны, а блюдо называется макаронада, да? Уже готовое блюдо. А готовить будем гаридо макаронада. Чтобы приготовить это блюдо, надо купить креветки. Желательно, чтобы они были свежие креветки. Если, конечно, не можете найти, или там, не знаю, у вас нету, можете, конечно, взять и замороженные, которые надо просто слегка разморозить. Итак, если они у вас свежие, их надо почистить. Я оставила вначале я оставила 6 креветок, потом они как-то у меня получились 5 с панцирем. Панцирь я просто их оставила, чтобы потом на подачу разукрасить тарелку, да? Вернее, блюдо. Надо снять усики, только усики, потом их как-то складываешь пополам на руке, на левой руке я их как будто бы сложила пополам, и сверху получается вот панцирь открывается, и зубочисткой надо немножко втыкнуть и снять эту кишку. Она очень легко снимается, вот и когда снимаешь, потом можно так немножко пальцами как сказать, взять и потянуть, и эта кишка выходит. Остальные, которые я буду их чистить, я их снимаю и голову отделяю. И панцирь, конечно, но голову и панцирь я выкидывать не буду, потому что мы будем готовить, сперва надо приготовить такой соус, биск он называется, и вы увидите. И также немножко складываю креветку, и зубочисткой я снимаю эту кишку. Итак, на глубокой сковороде я крупно порежу лук, потом добавлю крупно порезанный чеснок. Я сейчас добавила розмарин, называется, да? Добавила розмарин. Сейчас я добавлю креветки, очищенные которые, это значит головы, это значит панцирь, там усики, все что, отходы, грубо говоря, да. Они, может быть, и называются отходы, но они оставляют очень вкусный аромат к соусу, который мы сейчас приготовим. И надо их пожарить немножко в масле с луком. Сейчас я добавлю еще и вино, добавлю еще и как называется, перетертый помидор. И готовлю, как я уже говорила, соус. Этот соус по-французски он называется биск, если я не ошибаюсь по-французски, да. Оно оставляет такой очень вкусный аромат к соусу, который мы уже потом будем готовить макароны и креветки, да. Все это сейчас я тушу на большом огне, добавила соль, добавила кипяченую воду и оставлю, чтобы оно кипело где-то полчаса, может быть даже 40 минут, но это зависит, сколько времени у вас есть, честно говоря. Можно и немножко, чтобы оно сварилось. Главное, как я уже говорила, чтобы вытащить сок, вытащить вкус. Убираю в другую, как называется, там, где огонь горит, в другую сторону плиты. И теперь уже начинаю готовить соус. Сперва я пожарю на оливковом масле креветки с панцирем. Как вы видите, они вообще-то серого цвета, а потом, когда они жарятся, они краснеют. Да? Креветка, она краснеет. Креветка, раки и все подобное. Да? Они красные не бывают в природе. Они краснеют, когда их уже варят, жарят и так далее.
Итак, по 1 минуте с каждой стороны. Я отдельно сейчас уберу эти креветки с панцирем. А креветки, которые они очищены, тоже я их в другую тарелку уберу. Потому что одну очищенную я буду готовить уже, потом добавлю их в соусе. А креветки, которые с панцирем, они просто будут как украшение на блюдо. Итак, я сняла креветки, теперь уже начинаю готовить соус. Для начала пожарю мелко порезанный лук, лук репчатый. Потом добавлю немного чеснока и оставлю, чтобы он немножко потушилось. Потом я добавляю белое вино. К этому блюду очень хорошо идет белое вино. Или даже если кто из вас любит анисовую водку, узу, да, а он уже имеет такой запах или аромат такой специфический, тоже можно добавить. А за это время, пока я готовлю этот соус, ставлю вариться, как вы видели, мелкие макароны, да, тонкие макароны, спагетти, да. Потом я налила белое вино, оставила на большом огне, чтобы сварилось и так улетучивается алкоголь. И потом сперва добавила томатную пасту и потом уже перетертые помидоры. Помидоры я взяла из баночной, свежие, когда я готовила это блюдо, тогда еще свежие, хорошие не были. Но сейчас лето, сейчас можно готовить из свежих помидоров, будет еще вкуснее. Если вы не хотите добавлять белое вино или алкоголь, любой алкоголь, да, вы можете просто это пропустить. Итак, я добавила специи, простые специи, обязательно орегано, черный перец. И еще добавила я смесь разных перцев, да. Надо слегка посолить. Это вы вот видите этот сок? Этот сок, то, что я процедила, оставила, варилась где-то полчаса у меня креветки, панцирь креветки и головы и так далее. И я процедила и вышел этот сок. Этот сок я уже добавляю в соус. И он дает очень вкусный, получается еще вкуснее соус креветочный. Добавила креветки, которые я уже очистила и прожарила отдельно. И смотрю, какая густота у меня получается соуса. И добавляю, если надо, еще соус от биска, да, от креветочной, как сказать, головы и так далее. Когда уже густота соуса меня устраивает, добавляю макароны, которые я их уже отдельно сварила, да, перемешиваю все хорошо и уже можно подавать. Подаю, вот как вы видите в тарелке, там у меня и креветки с панцирем, которые, да, не очищены. С головой, с панцирем, да. И, как я всегда говорю вам, самая вкусная приправа — это хорошее оливковое масло. А так как это макароны с соусом и так далее, сверху я добавила базилик. Это греческий сорт базилика, он мелкие листья у него. Ну, мы добавляем и в обеды, и в салаты очень хорошо идет. Так что вы можете добавлять любую зелень, которая вам нравится. Сегодня я для вас приготовила гаридо макаронада. Ну а я уже подготовила очень много рецептов легких, летних, вкусных, греческих. И очень скоро вы их увидите. Ну а я с вами прощаюсь. А пока.